Всем привет! Сегодня будем готовить сгущенное молоко. Готовится оно достаточно просто, поэтому не обязательно его покупать в магазине. Вы, во-первых, сильно сэкономите, во-вторых, вы точно будете знать, что у вас в составе. Понадобится нам полкило сахара, сода, кусочек сливочного масла, буквально 20 грамм, и 1 литр молока. Молоко желательно брать домашнее, очень жирное. Если у вас нет возможности найти где-то деревенское, то берете магазинное, не менее 3,2% жирности. Это прям минимум. В первую очередь нам нужна большая кастрюля, чтобы дно было такое широкое. Чем больше поверхность у вас будет, тем быстрее молоко выкипит, тем быстрее у вас все сготовится. Сюда мы высыпаем сахар. Заливаем молоком. Сюда же добавляем кусочек сливочного масла. Все это перемешиваем и ждем, когда молочко у нас закипит. Обязательно берите молоко теплое, то есть если оно у вас будет с холодильника, его нужно предварительно подогреть. Ни в коем случае не холодное. Это такой очень важный нюанс. Вот молоко закипает. Делаем небольшой огонь. Провариваем его. Сейчас вот она в таком состоянии, буквально пару минут, должно покипеть. После того, как у вас сошла основная пена, теперь можно добавлять соду. И вот сейчас смотрите, просто кто-то делает с содой, кто-то без. Я немножко объясню почему. Если не добавлять соду, у вас сгущенка в итоге получится вот такого же примерно молочного цвета. Ну, примерно как магазинная, может быть, чуть-чуть потемнее. Но она будет у вас комочками. То есть вы можете не добавлять соду, вы получите сгущенку такого магазинного примерно цвета, но будут комочки. Можете их просто разбить блендером. Я добавляю соду, но сгущенка получается намного темнее, то есть ближе к такому карамельному цвету. Но зато консистенция у нее гладенькая. Вот кто-то говорит, для того, чтобы не сворачивалось молоко хлопьями, добавляют соды. Я считаю, что раз молоко уже закипело, то как бы здесь оно и так уже не свернется. Потому что брать молоко нужно наисвежайшее, потому что оно варится. И вот теперь покажу, что происходит, когда добавляешь соду. Вот смотрите. Пошла реакция. Сейчас будет большая пена. Вот из-за этого, если вы тоже будете добавлять соду, нужно брать кастрюльку с высокими бортиками. Сейчас нужно хорошенько мешать. Взбивать вот эту пенку. Пока вот эта пена у вас не сойдет, мы обязательно стоим, все перемешиваем. Нам нужно дождаться, пока реакция на соду закончится. Это достаточно долго. Ну, не знаю, минут 10, наверное, точно. Теперь мы делаем средний огонь. И уже на среднем огне нам нужно ее готовить. Готовится он достаточно долго. Если вы хотите побыстрее, можете просто огонь сделать побольше и все время стоять ее мешать. Ну, я так не делаю, я делаю вот небольшой такой, ну, средний огонь, чтобы он просто слегка кипело. И тогда уже ее можно и отойти, бросить, грубо говоря. Просто обязательно, даже если вы куда-то отходите, все равно нужно не забывать и подходить ее помешивать. И в любом случае молоко, когда кипит, то есть пенка она поднимается, вот с этих боков ее нужно убирать, иначе оно у вас застынет и будет подгорать. Потом это все попадет обратно и будет неприятный привкус. Сгущенка у нас практически готова. В общем-то, ее можно выключать. Вот такой цвет у нее получается. Это то, что я вам говорила. Это из-за соды. И теперь смотрите, хочу показать просто вот консистенцию, чтобы вы не пугались. Она достаточно такая вот жиденькая. Когда она, сгущенка, вот она горячая, она вот в таком состоянии. Когда она остынет, она очень сильно загустеет. Вот я сейчас просто перелью, чтобы было понятно. Ее нужно немножко остудить. Если вы хотите, чтобы сгущенка была более густая, вы ее варите дольше. Если более жидкая, то варите, соответственно, поменьше. Вот после того, как у меня сошла пена, я варила ее, ну, где-то полчаса. То есть на все про все у меня ушло
ну, наверное, 40, где-то 50 минут. Вот так. Вот я сейчас одну баночку налила, а это будет обычная сгущенка. И хочу, вот остатки я доварю. Это для тех, хочу показать, кто хочет вареную сгущенку. То есть для пирожных, может быть, для начинки. Именно вареная сгущенка. Потому что, вот честно сказать, сейчас я в магазинах ее вообще не могу найти. Просто ее нету. Всякая вот эта вот вареная сгущенка, начинаешь читать состав, пальмовое масло, прочая какая-то дребедень, то есть молока там иной раз вообще нету. То есть вот, наверное, год я уже не могу в магазине купить и варю дома. Вот если мы вот эту баночку жиденькую такую, ну, на каждый день, в чай, в кофе, грубо говоря, то есть также для крема ее можно использовать. Кстати, если вы будете готовить конкретно для крема, еще можно сюда добавлять ванилин или ванильный сахар. Ну, это по вашему желанию. Вот эту вот варенку мы будем готовить, то есть мы просто довариваем сгущенное молоко. Чем дольше варим, тем более оно такое густое будет. Вот и все. Но единственное, что его уже надо, ну, посматривать, помешивать, потому что она очень сильно пенится. И сейчас вот еще чуть-чуть попозже вы сами увидите. Вот видите, вот что происходит. Вот она вся бурлит, бурлит. Поэтому не забываем помешивать любое состояние, которое вы хотите. То есть, если вот эту я приготовила где-то 40-50 минут у меня ушло, то эту, ну, часа полтора, наверное, придется варить. То есть, ну, в общей сложности, естественно. То есть, еще столько же примерно после вот этого состояния. То есть, еще 30-40 минут минимум вам понадобится. А так, в принципе, до получения нужной консистенции. То есть, насколько густую вы хотите. Я варила вот один раз, допустим, 2 часа, и она получается прям вообще как карамель. Ну, в начинку отлично получается. А если просто на бутерброды, то лучше не очень долго. Вот увидели, что она стала коричневая, и можно выключать. Вот такая сгущенка у нас получилась. Вот это вареная сгущенка, как видите. Но она еще тоже не совсем остыла, поэтому она остынет, будет немножечко погуще. Вот эту сгущенку я решила все-таки немножко остудить, чтобы показать ее консистенцию. Пеночку можно убрать. Она еще не совсем остыла, но я думаю, уже видно. Вот такая она получается. И вот, я думаю, понятно, она без комочков, без всяких. Она прям хорошая такая, гладенькая. Вот именно для этого мы соду и добавляли. То есть сейчас ее вот поставить в холодильник, она еще постоит, будет еще гуще, чем сейчас, когда полностью уже остынет и настоится немножко. Ну, в общем, все готово. Я думаю, всем все понятно. Попробуйте сами приготовить. Я думаю, вам тоже все понравится. Это все-таки намного вкуснее магазинный, это однозначно. Что хочу сказать по процессу. Надеюсь, понятно по времени, потому что все равно придется время регулировать каждому под себя, потому что разная посуда и разный огонь будет в любом случае, и молоко разной жирности. Ну, ориентир я вам дала. Надеюсь, у вас все получится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.